Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я бы хотел вам показать live-action ремейки анимационных фильмов студии Disney. У меня есть коллекция некоторых количества фильмов, и в сегодняшнем видео я их собираюсь вам показать. Здесь будут как прямые ремейки, которые повторяют сюжет оригинала, так и продолжения и другие подобные случаи. Итак, начну качать с того фильма, который запустил серию ремейков у Дисней. Это картина «Алиса в стране чудес» от Тима Бёртона, где у нас снялись Мия Васиковска, Джонни Депп. Такая вот интерпретация сказки Льюиса Кэрролла. Видим, здесь присутствует внутренний арт в этом издании. И в основе этого, помимо книги, также и фильм анимационный от студии Disney из 50-х годов с таким же названием «Алиса в стране чудес». Он у меня представлен таким вот итальянским изданием, этот мультфильм. «Алиса в стране чудес». Фильм с русским, это издание итальянское. Такая вот накатка, которая повторяет дизайном накатки и в российских изданиях. «Алиса в стране чудес». Анимационный фильм от студии Disney. И помимо «Алиса в стране чудес» у меня также есть и продолжение этой картины, где уже снимал не сам Тим Бёртон. Тим Бёртон выступил только продюсером. А снялись здесь, помимо Джонни Деппа и Мия Васиковски, также Энн Хатуэй, Хелена Бонем Картер и Саша Барон Коэн. Такое вот издание. Здесь тоже присутствует внутренний арт. Такими вот часами. И получается такая коллекция у меня. Анимационный фильм «Алиса в стране чудес», live-action ремейк «Алиса в стране чудес» и его продолжение «Алиса в зазеркалье». Таких вот получается 3 фильма. Далее переходим к следующей картине, и это фильм под названием «Ученик чародея». Да, это не совсем чистый ремейк, но один из сегментов данной картины заимствован из другой картины, о которой сейчас вам расскажу. Такое вот издание. Видим 3 чародеев, точнее 2 чародеев и девушку. И видим город. Ученик чародея. И вот название это взято из названия анимационного сегмента из фильма «Фантазия» 1940 года. И также этот сегмент снова появился в фильме «Фантазия 2000». Он у меня представлен в таком вот издании американском. Здесь есть как «Фантазия», так и «Фантазия 2000». В обоих этих сегментах присутствует ученик чародея. Вот из-за этого показываю вам. Так же, как остальные все сегменты этого фильма, анимационные, эти сегменты не требуют знания языка, потому что там только анимация и музыка. И получается такая вот коллекция «Ученик чародея» и 2 части фантазии, в которых присутствует сегмент под названием «Ученик чародея». Далее следующая картина, и это у нас «Малефисента». Это история спящей красавицы, но с точки зрения злодейки, которую здесь сыграла Анджелина Джоли. Такой вот внутренний арт. И, конечно же, анимационный фильм «Спящая красавица» у меня также есть в коллекции. Такое вот издание британское, без русского языка. Фильм выходил с русским языком, но издание сейчас дорого стоит с русским. Поэтому пока вот обхожусь таким вот изданием британским в формате Blu-ray. «Спящая красавица». И помимо первой части «Малефисенты»,
в британском издании у меня есть и вторая часть Малефисенты. Малефисента, Владычица тьмы. Такое вот издание. И здесь также простая накатка. И как у других британских изданий, внутреннего арта никакого нету. И такая у меня коллекция получается. Анимационный фильм «Спящая красавица» и две части Малефисенты. Одно русское издание с русским языком, а другое британское издание без русского языка. И ну, «Спящая красавица» тоже без русского языка. Такая вот получается коллекция. Далее переходим к следующей картине. И еще одна известная сказка. Это у нас «Золушка» в интерпретации от Дисней. Да, это, можно сказать, и ремейк, но также эта история многократно и другие снимали, потому что на эту историю не действует авторское право, поэтому любой может снять свою историю про Золушку. Вот это интерпретация Золушки от Дисней. Конечно, некоторые элементы анимационного фильма здесь заимствованы. Такое вот издание. Видим, здесь танцуют на балу персонажи Золушка и принц. Такое вот издание. И, конечно же, есть коллекция у меня и анимационный фильм, который я показывал. Такое вот канадское издание, без русского языка, но в формате 4К. И в этом издании идут сразу 3 диска, 4К, Blu-ray, и под Blu-ray мы можем видеть и также и DVD-диск. Такое вот издание. Издание из Канады. Получается у меня коллекция. Анимационный фильм «Золушка» и его этого фильма ремейк с живыми актерами в таком вот издании. «Золушка», анимационный фильм и лайв-экшн ремейк. Далее, следующая картина. И это фильм по произведению Редьярда Киплинга под названием «Книга джунглей». Здесь в этой интерпретации почти все персонажи сделаны на компьютере, кроме главного героя, который здесь сыграл человек. Поэтому это все-таки лайв-экшн ремейк. Видим такой вот внутренний арт. Фильм неплохой. Снял его режиссер Джон Фавро. А в оригинале озвучили многие известные люди. То есть Билл Мюррей, Бен Кингсли, Идрис Эльба, Лупита Нионго, Скарлетт Йоханссон, Джанкарло Эспозито, Кристофер Уокен. А самого этого сыграл Нил Сетхи. «Книга джунглей». И, конечно же, есть у меня в коллекции и анимационный фильм. Такое вот издание. Издание из Австралии. Здесь присутствует такой внутренний арт, который повторяет обложку, но уже без знака возраста. И такая вот простая накатка, такая же, как и в британских изданиях была. Фильм «Книга джунглей». Получается, у меня есть как оригинальный мультфильм, так и его лайв-экшн ремейк «Книга джунглей». Таких вот два фильма. Далее, следующее, это один из кассовых ремейков под названием «Красавица и чудовище». Он у меня представлен в таком вот 3D издании. Единственное такое 3D издание будет в сегодняшнем видео. Просто стоило недорого, поэтому взял в 3D издании. Благо здесь есть два диска. Есть как 3D версия, так есть и обычная 2D версия. И здесь присутствует, конечно же, внутренний арт с танцем главных персонажей. Красавицы и чудовище.
Этот ремейк очень много заимствует из оригинала, в том числе и песни. Так как и в оригинале был мюзикл, так и это тоже мюзикл, который у меня есть оригинал в таком вот виде. «Красавица и чудовище». Здесь эти персонажи тоже заимствованы в ремейке. Открываем. Бумажка. И здесь тоже присутствует внутренний арт. «Красавица и чудовище» от студии Disney. Фильм с живыми актерами «Красавица и чудовище» и анимационный мультфильм. И анимационный фильм от студии Disney. Такие вот две картины. Далее переходим к следующему фильму, к которому у меня, увы, оригинальных мультфильмов нету. Есть только live-action, не совсем ремейк, а можно сказать продолжение, потому что есть уже повзрослевший Кристофер Робин. Такой вот фильм. В роли Кристофера Робина Уэн Макгрегор. А вот Винни-Пух и остальные все персонажи здесь у нас есть. Но увы, это оригинального мультфильма пока нету. И здесь такой вот интересный внутренний арт, где загорают эти мягкие игрушки. Пятачок, Винни-Пух и другие. Фильм под названием «Кристофер Робин». Далее переходим к следующей картине. И пошли уже ремейки 2019 года. И первый из них это фильм «Дамбо». Такая вот картина от Тима Бёртона, где он снова собрал Майкла Китона и Дэнни Девита. И также здесь снялись Колин Фаррелл и Ева Грин. Фильм «Дамбо». Открываем. Присутствует внутренний арт с этим самым слоном Дамбо, который благодаря ушам смог летать. Такой вот экшен-ремейк от Тима Бёртона. Лайф-экшен ремейк. И, конечно же, в коллекции есть и мультфильм, анимационный фильм «Дамбо», пока вот только на DVD. Картина эта достаточно старая. 1941 год, то есть этому мультфильму уже 85 лет. И здесь такой внутренний арт с этим самым слоном, которого зовут Дамбо. И получается, у меня есть как мультфильм, так и лайв-экшн ремейк с живыми актерами фильма «Дамбо». Далее следующая картина и еще один фильм 2019 года. Это картина под названием «Аладдин». На этот фильм я ходил в кинотеатр, и поэтому взял такое вот Blu-ray издание «Аладдин». Открываем. Присутствует внутренний арт с Аладдином, который забирает лампу. И, конечно же, в коллекции есть у меня и мультфильм, на основе которого и создан этот фильм, и с которым заимствованы большинство песен. Он у меня представлен таким вот британским изданием, в котором представлены сразу три части Аладдина. Открываем. И здесь видим первый фильм «Аладдин», который показывали в кинотеатрах с русским языком. Это издание. И также здесь присутствует вторая и третья часть, которые уже сразу выходили на носителях. В то время на ВХС, а потом и на DVD, и на Blu-ray тоже выходили. Таких вот вторая и третья часть Аладдина. И получается такая у меня коллекция. Live-action ремейк 2019 года от Гая Ричи. И мультфильм, а точнее сразу три мультфильма про Аладдина. Такая вот коллекция. Далее следующее. И это у нас последний live-action ремейк, который я вам не показал.
точнее его не совсем можно назвать ремейком live-action, потому что здесь из live-action только виды природы. А сами персонажи здесь также нарисованы людьми, они являются настоящими. Это у нас Король Лев от Disney. Такое вот издание. Здесь видим персонажей данной картины. И этот фильм одно время был одним из самых кассовых мультфильмов в истории, если считать его мультфильмом, потому что все-таки здесь персонажи все анимированные. Поэтому с этой стороны это произведение можно считать анимационным фильмом. Ну и, конечно же, в коллекции есть и оригинальный мультфильм 1994 года «Король Лев», который до сих пор является самым кассовым рисованным мультфильмом в истории. И здесь видим и Blu-ray, и видим здесь и DVD-диск. Открываем и видим такой вот внутренний арт с персонажами данной картины. Фильм под названием «Король Лев». Вариант 1994 года рисованный и вариант 2019 года, где персонаж рисован с помощью компьютерной графики. Король Лев. Далее следующее. Это у нас, можно сказать, приквел истории. Это Круэлла, где в главной роли сыграла Эмма Стоун. Это злодейка из фильма «101 далматинец». Старых лайв-экшн ремейков у меня нету в коллекции. И они, кроме того, на Blu-ray не выходили. И на 4К тоже не выходили. Выходили только на DVD. Вот пока у меня их нет в коллекции. Есть только вот Круэлла. Издание американское, без русского языка. Здесь 2 диска, 4К и Blu-ray. И, конечно же, в коллекции есть и мультфильмы сразу в количестве 2 штук. Это, во-первых, первая часть «101 далматинец». Очень успешный в свое время мультфильм, который помог очень студии Disney таким вот артом. И также есть и продолжение, которое выходило сразу на носителях. 101 далматинец 2. Приключения Патча в Лондоне. Это уже более современное продолжение, которое выходило в 2003 году. В то время как оригинальный мультфильм 1961 года. И здесь почему-то такой же внутренний арт, как и у 101 и у первой части. И такое у меня получается. Круэлла, приквел и 2 мультфильма про 101 далматинца. На этом лайв-экшн ремейки почти закончились. Мне в коллекцию пришло одно издание, которое также является лайв-экшн ремейком, но его я покажу вам в следующем видео с пополнением коллекции, поэтому ждите. А в этом видео мне еще осталось показать вам 2 мультфильма, точнее 2 фильма, в которых есть анимационные персонажи. По крайней мере, в одном из них там небольшое время, а в другом этот анимационный персонаж действует все время. И вот к ним выходили к одному фильму продолжение, а к другому ремейк. И начнем с первого. Это Мэри Поппинс. Известная экранизация этой истории от студии Disney. О том, как уговаривали писательницу автора оригинала снять, есть отдельный фильм «Спасти мистера Бэнкса». А вот оригинальный мультфильм «Мэри Поппинс». Если мы можем видеть, даже если приблизим, вот в этом сегменте есть у нас анимация. Мэри Поппинс. Здесь Мэри Поппинс сыграла актриса, которую зовут Джули Эндрюс. И за эту роль она выиграла Оскар.
И есть у меня в коллекции современное продолжение, которое называется «Мэри Поппинс возвращается», где в роли Мэри Поппинс актриса Эмили Блант. Это картина 2018 года. Такая вот накатка. Внутренний арт. Видим с Мэри Поппинс. Такая вот получается коллекция Мэри Поппинс, и Мэри Поппинс возвращается. И, наконец, последнее кино, которое хотел вам сегодня показать, это старая картина от студии Disney из 70-х годов, и ее ее ремейк уже 2016 года. Сначала покажу ремейк 2016 года, Пит и его дракон. Здесь дракона сделали с помощью компьютерной графики. Такой вот фильм. Он, конечно, не так известен, как другие ремейки диснеевские. Видим здесь этого дракона. А оригинальный мультфильм, точнее оригинальный фильм выходил в 70-х годах. И он также есть у меня в коллекции. Дракон Пита. Пит и его дракон. Название, в принципе, одно и то же в оригинале. Это просто по-русски их по-разному переводят. И здесь уже дракона сделали с помощью анимации рисованной. В то время как сами персонажи другие, это обычные люди. То есть не анимированные. И здесь простая накатка. Такая же, как и у других изданий Disney из Великобритании. Дракон Пита. И такие вот получаются у меня две картины. Картина 70-х годов, Дракон Пита, и ремейк 16 года, Пит и его дракон. Такая вот ситуация. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. А на этом все. Пока. Пока.